Какие языки входят в книгу рекордов Гиннесса по сложности? Какой язык можно учить всю жизнь, так на нем и не заговорив? В какой стране, чтобы стать грамотным, нужно выучить 2000 знаков? Ну и наконец, в каком уголке мира 6000 глагольных форм? Обо всем этом в нашем сегодняшнем выпуске о самых сложных языках нашей планеты. Табасаранский. Табасаранский язык принадлежит коренным народам Дагестана. По данным книги рекордов Гиннесса, считается одним из сложнейших в мире из-за необычно сложной системы падежей. Их здесь насчитывается 48. Кроме того, табасаранский язык включает в себя 54 буквы, 10 частей речи и 3 диалекта, а вместо предлогов используются послелоги. Табасаранцы позаимствовали религиозную и научную терминологию у арабов. У языка фарси одолжили бытовые, ремесленные и военные термины. Из русского языка взяли современную общественно-политическую и научно-техническую лексику. Китайский. Словарь китайского языка, который составили в 1994 году, содержит 85 568 иероглифов и объединяет в себе множество диалектов. На сегодняшний день используются далеко не все. Большая часть встречается лишь в древней литературе китайских династий. К примеру, иероглиф «се», что значит «болтливый», состоит из 64 черт. Современные иероглифы тоже весьма непросты. К примеру, иероглиф «нан» переводится как «заложенный нос». Изображают 36 черточками. Чтобы жителю Китая начать читать, нужно зазубрить хотя бы 1500 иероглифов, а после еще и научиться рисовать их, не говоря уже о 4 видах тональности и огромном количестве омофонов. Примечание. Омофоны – слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и имеют разное значение. Арабский. Арабский язык очень живой и разнообразный. В нем есть несколько групп звуков, которые для русского или европейского человека будут звучать практически одинаково. К примеру, в русском языке есть одна буква «С», а в арабском целых 3 буквы, схожие по звучанию. Это буква «син» произносится как русская «С», «сот» произносится очень твердо и «са» произносится как межзубный глухой звук «С». Или, например, произношение буквы «айн». Многих ставят в тупик. Для этого надо взять самую низкую ноту, какую можешь. После этого попробовать взять еще ниже. Получится идеальный айн. Еще одна из сложностей арабского языка – это направление письма справа налево. Хотя, наверное, это дело привычки. Букв в языке всего 28, но многие имеют 4 разных написания, в зависимости от их положения в слове. Кроме того, у настоящего времени есть 13 форм, а у глаголов 3 числа. Туюка. Туюка – язык индейцев Восточной Амазонки. В нем содержится от 50 до 140 грамматических родов против наших 3. Удивительно то, что нужно использовать специальные окончания у глаголов, которые дают понять, откуда говорящий знает то, о чем говорит. К примеру, говоря «две обезьяны подрались», нужно обязательно добавить определенное окончание у глагола, которое будет означать «я знаю», потому что сам видел. И эти окончания обязательны. И еще момент. Туюка – язык агглютинативный, а это значит, что одно слово может означать целую фразу. Венгерский. Венгерский входит в список самых сложных для изучения языков, хотя бы из-за наличия 35 падежей. Удивляет и большое количество идиом и суффиксов, из-за которых слова зачастую получаются очень длинными. В алфавите 40 букв, 14 из них гласные. Они произносятся глубоко в горле, что делает язык сложным для произношения. В фонетике самым сложным представляется различие долгих и кратких гласных, разные звуки, и ошибка в их употреблении ведет к изменению смысла слова. Японский. Сложен он прежде всего потому, что письмо отличается от произношения. Здесь не один алфавит, а целых 3 – хирагана, катакана и канзи. Хирагана используют для чисто японских слов, катакана – для заимствованных, а канзи – это сложные китайские иероглифы. Чтобы быть грамотным в Японии, необходимо знать как минимум 2000 знаков, а студентам вообще нужно выучить от 10 до 15 тысяч иероглифов. В Лионском университете проводили исследования по скорости произношения в разных языках. Скорость речи японцев оказалась самой быстрой. Интересно, что при высокой скорости произношения плотность информации весьма низкая. Чтобы убедительно донести свою точку зрения на японском, придется использовать гораздо больше слов, чем, к примеру, в
в английском. Баскский. Баскский входит в топ-10 сложнейших языков мира по данным британского министерства иностранных дел. Поэтому в годы Второй мировой войны его использовали шифровальщики армии США. Возможно, это самый старый язык в Европе. Он сохранил в себе множество древних понятий. Возьмем слово «нож». Дословно значит «камень, который режет». Или, к примеру, «потолок». Это крыша пещеры. Сейчас на баскском языке говорит и пишет около 700 тысяч человек. В основном они проживают на прибрежной полосе Франции от испанского города Бильбао до города Байона. Баскский относят к агглютинативным языкам, в которых новые слова образуются при помощи суффиксов и префиксов. При этом каждая из них имеет только одно значение. В словаре баскского языка около полумиллиона слов. Приблизительно столько же и в русском. Интересно, что и подлежащие, и дополнения все являются частью глагола. Язык содержит 24 падежа. Хайда. Хайда – изолированный язык, используемый народом хайда, проживающим на северо-западе Северной Америки. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как один из самых сложных языков мира. В нем используется 70 префиксов. Хайда является тональным языком, и система тонов зависит от диалектов, которые делятся на высокие и низкие звуки. Например, в диалекте Каягани как минимум один слог в слове имеет высокий тон. Эскимосский. Эскимосский язык, а точнее вся ветвь эскимосских языков, занимает свое почетное место в Книге рекордов Гиннесса среди самых трудных языков мира. Он содержит 63 формы настоящего времени и 252 флексии существительных, то есть большое многообразие форм слов, окончаний и корней. Говорящие на этом языке мыслят образно. К примеру, слово «интернет» на эскимосском будет выражаться термином, обозначающим путешествие сквозь слои. И, наконец, чипева. Чипева – язык американских индейцев, проживающих на реке Мичиган в США, к западу от штата Северная Дакота. Это племя еще называют народ Чипева. Язык занесен в Книгу рекордов Гиннесса и является чемпионом по глагольным формам, которых здесь около 6000, имеет несколько диалектов. И если вы подумали, что никогда не слышали этот язык, то вы сомневаетесь. Слова «вигвам» и «тотем» заимствованы именно из него. Если вам понравилась данная тема видео, кликайте на лайк и колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. И обязательно отправьте этот ролик своему другу, который все еще может заговорить на эскимосском.